Итак, друзья мои, прежде чем пойти отдохнуть, хочу вам подарить кое-что полезное. Но перед этим хочу сказать. Сегодня написала девушка, это так, на всякий случай говорю, о том, что где-то 13 лет назад она переписывалась со мной на электронную почту, где я там вернула ее любимого или взялась вернуть, не помню. Дала ей какие-то молитвы, и что она удивлена, вот, а как же я молитвы дала какие-то христианские и прочее. Послушайте меня, я возвратом не занимаюсь никаких мужчин, это первое. Во-вторых, 13 лет назад у меня не было электронной почты. Если я просила открыть канал, то есть за незнанием, как это делается, мне открывали, просто говорили пароль и логин и пароль, и я заходила. Поэтому 13 лет назад у меня никак не было почты. Но у меня был профиль в Одноклассниках. И никакие молитвы никому я не давала. У меня совершенно иное направление. Это я к тому, что вы проверьте, пожалуйста, кто от моего имени пишет вам. В контактах меня нет. В Одноклассниках я не нахожусь. У меня есть профиль только, где мои родные близкие. Он закрыт. Он не для работы. Я там была, не знаю, 100 лет назад. Единственное, что захожу там фильмы смотреть. Например, мой любимый фильм «Королева Бонна». Он меня успокаивает. Я когда смотрю этот фильм, мне как-то легче становится на душе. Отвлекает. Я люблю настоящую игру актеров, когда не переигрывают и не читают наизусть, а действительно живут в этой роли. Александра Шлеонска. К сожалению, ее сейчас нету в живых, но ее игры остались. Рекомендую. Старый фильм, правда, но игра замечательная. Вообще старые фильмы, они темы любимые, что там просто настоящий талант, гении играют. Так что могу заходить так иногда просто ради того, чтобы любимые фильмы смотреть. Там все серии. И все. И много кто меня копировал. Это и от той девушки, которая услышит. Боюсь, что от моего имени вам писала самозванка. И, это так, к тем людям, у которых, может быть, когда-нибудь возникнет такой вопрос. Проверьте, хорошо проверьте, с кем вы переписываетесь. Что я с ней созванивалась, разговаривала. Значит, у меня какой-то номер был Ярославский и прочая ерунда. Вот я вам и объясняю. Это от моего имени кто-то с вами говорил. Я одно время сама себе по скайпу позвонила. Да, сама себе, потому что там было написано Инга Хусроева. И я договорилась. Она даже не посмотрела, настолько мозгов нету, кто ей звонит. Я звоню, открывается, там сидит морда такая. Я говорю, позвольте спросить вас, вы кто вообще? Я Инга Хусроева. В общем, да, было дело. Потом она отключилась, надолго исчезла, надеюсь, навсегда. Итак, приступим. Язык духов. Язык духов, я уже вам объясняла, что это такое. Поэтому я хотела бы, чтобы вы открыли мою лекцию «Язык темных духов» и прочитали, точнее, послушали. Это я так запуталась слегка, усталость дает знать, потому как в книгах мы их печатаем, поэтому лекции. Язык духов разнообразен. Во-первых, это могут быть уже давно исчезнувшие языки, вымершие языки. Но, кроме всего прочего, духи между собой общаются не только на уровне подсознания, но еще на определенном языке, который нам непонятен. У вас бывали наверняка моменты, когда во сне вам говорят на каком-то непонятном языке, и вы во сне понимаете все, что вам сказали. Но просыпаетесь, и это теряется.
Есть генетическая память наших предков. И если мы генетически, например, относимся к вымершим народам, которые слились с другими народами, очень может быть, что у нас приходят на ум определенные слова, незнакомые, то есть на звучание незнакомое, не знаете, о чем речь, но ощущение, что вы это уже слышали, и это вам очень родное и близкое. Языков духов очень много. Может быть, много миллионов. По крайней мере, все заговоры, которые мне приходят на языке духов, во сне или в подсознательном состоянии таком, либо, знаете, такое пограничное состояние между сном и явью, и навью. По крайней мере, у меня очень разные приходят языки, и приходят, для чего они нужны. Ведьма вычитывает из пластов информационных информацию, которая передается через нее людям. Я уже много дарила вам на языке духов. Они очень действенные, очень сильные. Очень сильные. Потому как на этом языке говорили десятки тысяч, может быть, и миллионов лет. И не важно, что эти языки вымерли, они сохранились в подсознании нашем или в энергетических пластах. Теперь хочу объяснить, что такое пласты. Вот есть, например, у археологов такая возможность определить, сколько тысячи лет, например, городу, который они нашли. Есть пласты земли. Вот смотрите, вот так пласт за пластом идет. Каждое тысячелетие оставляет определенный пласт. Люди жили там, у них были дома и так далее, умерли, все это сравнялось с землей вместе с ними, да, их могилы, их дома, их утварь, все это. И это в течение тысячи лет определяет определенный пласт. То же самое есть информационный пласт. Вот поколение нашей бабушки, дедушки были молодые, разговаривали, развлекались, любили друг друга, ненавидели и так далее, жили. И все их голоса, все их слова, все их эмоции, все это сохранилось в информационном пласте. Вот как Вселенная, как пластинка, как пленка. То есть записывает у себя. Вот все, что мы создали, это не от балды пришло, это от Вселенной. И у Вселенной точно так же есть записывающие вот такие вот устройства. Почему мы думаем, что только у нас, вот мы додумались, что можно это записать и сохранить. Это в мироздании давно есть, вот информационные пласты. Именно поэтому в старых зеркалах мы видим хозяев этих зеркал, например, можем увидеть какие-то моменты даже жизни. Иногда бывает, что человек, вглядываясь в старое зеркало ночью, такое ощущение, что видит чужой дом, вообще другую обстановку. Но это на секунду, потом исчезает. То есть это вот впитывает, это тоже как видеопленка записывает эту информацию и сохраняет. Итак, при опасности. Можете еще прочитать, если, например, ваши любимые, близкие где-то далеко, и вы не можете дозвониться, и вы очень переживаете, боитесь. Начитайте это. Начитайте это 6 раз, 12 раз, то есть столько раз, пока вам не станет легче, ощущение, как страх отпустил. И они тут же выйдут на связь. Проверка какая-нибудь, опасность, страх. Вот вы выходите ночью, едете там, ну, страшно в дороге. Всякое может случиться. Знаете, очень много разбойников с большой дороги, да, и много опасностей, особенно в дороге. Начитайте для себя, страх отпустил и поезжайте. То есть при опасности, любой опасности, начитывайте, и она вас минует. Eso vi elmo, mia rua, ikervai. Zimgi assami, moiste assami, dia de mio, vi aste mio, vesima, astera vesima, luaro, istae, dia magne, erime, siamere, erime, asteno, эрime анверум мио эст. Представляете, какой красивый язык? Значение не могу вам передать, я не знаю сама, но я знаю, что если мне это передали, значит, это будет помогать именно для этого случая. Единственное, могу сказать, что диа
все-таки богиня означает, это с латыни. Ну, если так учесть, что все языки имеют общий корень, неудивительно, что некоторые слова могут напоминать, может, латынь, может быть. Я помню, как-то мне написали из Карачаево-Черкесии, то есть именно черкешенка написала девушка после одного заговора на языке духов. Она сказала, что это на их языке некоторые слова она просто поняла, что означало «открой дверь», «впусти», «открой мне тайну» и так далее. Понимаете, вот вымерший язык, да не совсем вымерший, как оказалось. «Эсо ви эльмо, мия роа, икервай, зимги ассами, лоисте ассами, диа демио, ви асте мио, весима астера, весима, луаро, истае, диа магне, эриме, сиомере, нет, сиотере, извиняюсь, эриме, астено, эриме, анверум, мио эст». Это мне пришло в таком пограничном сознании, все время повторяющийся, как запись, знаете, повторяющийся постоянно. Ты встаешь, это записываешь и забываешь, оно стирается с памяти полностью. Конечно, если я где-то встречу, я пойму, что это мой стиль, это мое, это не означает, что я забыла, что это. Но вот ты записываешь, передаешь бумаги, и все. Такое ощущение, что тебя просто используют как вам сказать, как посредника, естественно. Ну, как будто твое тело это такой некий мост связующий. Вот через тебя передали миру, и все, и забудь, это не твое. Эсо виэльмо, мия роа, икервай, зимги ассами, моисте, ассами диадемио, ви астемио, весима, астера, весима, луаро, истае, диамагне, эриме, сиатере, эриме, астено, эриме, анверум, мио эст. Дарю вам еще одну работу. И теперь пойду я все-таки отдохну. Я просто работаю на износ. Я ужасно устаю в последнее время. Вообще устаю. Очень много. И в связи с этим кризисом, всем остальным, очень много людей просит о помощи. Не всем, конечно, не всех принимаю. Я беру выборочно, но даже в этом случае огромное количество людей. Все, друзья мои, всем удачи, всех благ и всем всего хорошего.